Здравствуйте, зрители моего канала! В сегодняшнем видео я бы хотел показать вам все фильмы-вестерны, то есть все картины в жанре вестерн, которые есть у меня в коллекции. В сегодняшнем видео всего будет 18 таких фильмов, и все их я собираюсь вам сегодня показать. И начать я хочу с классики, а именно с двух фильмов с Клинтом Иствудом, которые были срежиссированы Серджио Леоне. Первая картина — это вторая часть долларовой трилогии на несколько долларов больше с участием Клинта Иствуда. А второй фильм, третья часть долларовой трилогии, это «Хороший, плохой, злой». Также Серджио Леоне, Клинт Иствуд. И в обеих картинах звучит известная музыка Эннио Морриконе. Два издания на Blu-ray долларовой трилогии. Первая часть за пригоршню долларов с русским языком на Blu-ray не выходила, а DVD издания пока в коллекции нет. Поэтому такие вот два фильма. Вестерны на несколько долларов больше и «Хороший, плохой, злой». Идем дальше. Но с Клинтом Иствудом не прощаемся. И следующий фильм — это режиссерская работа Клинта Иствуда в жанре вестерн. Последний вестерн с участием Клинта Иствуда. Картина «Непрощенный». За данный фильм Клинт Иствуд был удостоен 2 Оскаров за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Также свой Оскар получил актер Джин Хэкман. А среди других актеров, которые снялись в данном вестерне, это Морган Фриман и Ричард Харрис. Такое вот венгерское издание данной картины. Видим английское название Unforgiven, что и переводится «Непрощенный». Такое вот издание фильма Клинта Иствуда в жанре вестерн. Далее, следующая картина. Это у нас фильм Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший». В главной роли есть у нас Леонардо Ди Каприо, который был удостоен Оскара за роль в данной картине. Также снялся у нас актер Том Харди. Фильм основан на реальных событиях. Такая вот известная картина. Фильм «Выживший» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. Далее еще один фильм в жанре вестерн с участием Леонардо Ди Каприо. Это фильм Квентина Тарантино «Джанго освобожденный». За данную картину Квентин Тарантино получил свой второй Оскар за лучший оригинальный сценарий. Кристоф Вальтз также получил свой второй Оскар за лучшую мужскую роль второго плана. Здесь у нас также помимо Ди Каприо и Кристофа Вальтса также снялись Джейми Фокс, Керри Вашингтон и Сэмюэл Л. Джексон. Такое вот издание. Здесь у меня и DVD, и Blu-ray. Вставлен DVD, которого не было. Такое вот издание. И такой вот вестерн от Квентина Тарантино. Далее еще один вестерн от Квентина Тарантино. Это картина «Омерзительная восьмерка». Она вышла следом за «Джанго освобожденным» от Квентина Тарантино. Музыку здесь написал Эннио Морриконе. И за музыку к данной картине Эннио Морриконе наконец-то получил свой Оскар. Более чем 80-летнем возрасте. В этой картине снялось много актеров, которые представлены на обложке данного фильма. Но издание само по себе не очень, в том отношении, что
Фильм записан на диске в качестве 1080i, что несколько хуже, чем 1080p. И такая вот накатка данного диска. Омерзительная восьмерка. Далее. Картина Роберта Земекиса с Майклом Джеем Фоксом и Кристофером Ллойдом. Фильм «Назад в будущее». И здесь из 3 частей вестерном является 3-я часть, события которой происходят в 1885 году на Диком Западе. Поэтому она является фильмом в жанре вестерн. Видим здесь накатку 3-й части. Специально ее выставил для данного видео, чтобы была спереди 3-я часть. И такое вот издание простое. Также у меня есть в коллекции 2 других издания данной картины. И более подробный обзор тех изданий вы можете увидеть в отдельном видео, посвященное данной трилогии «Назад в будущее». Далее 2 фильма про Зорро, в которых главную роль сыграл Антонио Бандерас. Первый фильм — это у нас «Маска Зорро», где у нас здесь 2 Зорро. Старый Зорро в исполнении Энтони Хопкинса и его тот, кто его должен заменить, Антонио Бандерас. Такое вот издание в 4К итальянское, с русским языком на 4К. Здесь 2 диска. «Маска Зорро» на английском языке название. И также рекламный буклет, посвященный фильмам Sony Pictures. «Маска Зорро». И также есть коллекция продолжения «Легенда Зорро», в которой у нас снялись, кроме Антонио Бандераса, также снялась Кэтрин Зета-Джонс, которая была и в этом фильме. То есть у нас продолжение первой картины «Маска Зорро». Такие вот 2 части: «Маска Зорро» и «Легенда Зорро». Такие вот издания. Далее фильм режиссера Сэма Рэйми «Быстрый и мертвый». Здесь у нас снялись известные актеры, а именно Шерон Стоун, Джин Хэкмен, Рассел Кроу, Леонардо Ди Каприо. 3 лауреата премии «Оскар» в одном фильме. Правда, к моменту съемок только один имел у себя «Оскар». Но в дальнейшем эти 3 актера были удостоены данной награды. А сама картина, как я сказал, от режиссера Человека-паука, «Злых мертвецов», «Быстрый и мертвый». Такое вот издание на Blu-ray. Далее фильм режиссера Антуана Фукуа, который является ремейком старого другого вестерна 1960 года. Это у нас ремейк «Великолепная семерка», в которой у нас снялись Дензел Вашингтон, Крис Пратт и Итан Хоук. Также еще там другие актеры, вот из известных, да, вот эти 3 актера, «Великолепная семерка». Это у нас так же, как и его оригинальный, так же, как и «Великолепная семерка», это у нас вестерн. Такая вот картина Антуана Фукуа. Далее фильм от режиссера «Пиратов Карибского моря» в жанре вестерн. Это у нас фильм «Одинокий рейнджер», в котором у нас снялись Джонни Депп и Арми Хаммер. Картина, которая в прокате провалилась. Но сам по себе фильм кому-то может понравиться, кому-то не понравится. Но в принципе фильм неплохой. А картина от режиссера «Пиратов Карибского моря» Гора Вербински.
фильм «Одинокий рейнджер». Также есть еще один вестерн от данного режиссера. А это у нас картина мультипликационная «Ранго». Здесь у нас главного персонажа также озвучил Джонни Депп. И за данную картину этот режиссер был удостоен премии «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм. Фильм «Ранго». Такие вот две картины Гора Вербински в жанре вестерн. Далее. Фильм режиссера комедии «Третий лишний» Сета Макфарлейна. «Миллион способов потерять голову». Это у нас комедийный вестерн. Помимо Сета Макфарлейна здесь также снялись Шарлиз Терон, Аманда Сайфрид и Лиам Нисон. И также в данной картине есть камео, в том числе камео Кристофера Ллойда из третьей части «Назад в будущее», а также камео Джанго из картины «Джанго освобожденный». То есть эти два камео есть в данной картине. «Миллион способов потерять голову». Такое вот издание. Сюда я положил также DVD с данным фильмом. «Миллион способов потерять голову». Далее. Следующая картина. Это у нас фильм режиссера Джона Фавро. В жанре вестерн. Но фантастический вестерн. «Ковбой против пришельцев». Здесь у нас в главных ролях снялись актеры Дэниел Крейг, Харрисон Форд и Оливия Уайлд. Такое вот издание. Но данный вестерн фантастический про пришельцев не оправдал ожиданий и в прокате провалился. «Ковбой против пришельцев». Далее. Следующая картина. Это у нас фильм братьев Коэнов в жанре вестерн. «Железная хватка». В данной картине снялись у нас Джефф Бриджес, Мэтт Дэймон, Джош Бролин. А главную роль здесь играет девочка. Именно про нее данный фильм. Такое вот издание. «Железная хватка». Хороший вестерн. От известных двух сценаристов и режиссеров братьев Коэнов. Такое вот издание. Далее, следующий фильм. Это у нас фильм режиссера Рона Ховарда, в котором у нас снялись Том Круз и Николь Кидман. У этого фильма также в жанрах отмечен вестерн, поэтому показываю его в данном видео далеко-далеко. Такая вот накатка. Во время съемок данного видео, данного фильма, Том Круз и Николь Кидман уже были женаты. Поэтому интересно смотреть их в данной картине. Фильм «Далеко-далеко». И, наконец, последняя картина в жанре вестерн, которую хочу вам сегодня показать. От режиссера Скотта Купера. Это у нас фильм «Недруги», в которой в главной роли снялся Кристиан Бейл. Также здесь снялись Розамунд Пайк и Уэс Стьюди. Такой вот слип. Под слипом другой арт. Также с Кристианом Бейлом. И присутствует в данном издании у нас буклет. Видим буклет. «Все мы недруги».
И этот буклет у нас с кадрами со съемок, плакат. И здесь у нас кадры из фильма и со съемок фильма. У нас пошли уже кадры из фильма. Такой вот кадр. Еще один кадр. И заканчивается буклет таким вот изображением. Здесь видим, как Кристиан Бейл и Розамунд Пайк сидят на траве. Такое вот издание. Фильм в жанре вестерн под названием «Недруги». И это был последний вестерн, который есть у меня в коллекции, из тех, что хотел вам показать. А на этом данное видео все. Подписывайтесь, ставьте лайки и ждите следующих видео. На этом все. Пока.